Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 25 августа, выпуск промежуточный, он же экстренный. Экстренный, потому что идет война. Мы с вами на этой неделе проведем один промежуточный выпуск, и будет в конце недели, в воскресенье, выпуск итогов недели с Сергеем Жирновым. Повестка политическая начинает возвращаться в сентябре. В сентябре будем проводить, как и обещали, по 2 промежуточных выпуска в неделю. На прошлой неделе, я извиняюсь, не удалось. На этой неделе тоже была очень загружена. И до сих пор неделя загружена. И на этой неделе тоже проведем один выпуск промежуточный. Итак, давайте приступим к тем событиям, которые произошли с нашего последнего с вами эфира. Основное это, конечно, убийство Дарьи Дугиной. Да, мы выпустили большой пост в понедельник, если я не ошибаюсь, где писали те события, которые произошли перед убийством. Несомненным заказчиком и инициатором убийства своей дочери является ее отец Александр Дугин. Мы об этом говорили, многие, конечно, засомневались, но после того, как Александр Дугин выступил на похоронах и сам буквально подтвердил нашу версию, то сомнения у всех отпали. У нас сомнений не было изначально, мы получаем информацию из источников, которым полностью доверяем, и именно это послужило поводом к тому, что мы опубликовали эту информацию. Мы понимаем, что это могло сыграть негативно на рейтингах нашего канала, но все же мы считаем, что люди должны знать правду. Я понимаю, что звучит это дико, абсолютно дико звучит, когда отец заказывает убийство своей дочери. В данном случае Дарья Дугина выступила в роли сакральной жертвы, которую принес ее отец Александр Дугин, ради чего мы еще с вами разберемся. Мы с вами знаем, что Александр Дугин, многие уже знают. Раньше, возможно, многие вообще просто не слышали даже этого имени Александр Дугин. Он был широко известен в узких кругах, говоря скептически, как философ, как идеолог фашизма, русского фашизма, если угодно. Он был одно время, еще во времена Советского Союза, пытался быть крайне правым, потом пытался быть крайне левым, потом опять крайне правым, его бросало из стороны в сторону. То он был православным, то еще кем-то, кем он только не был. Везде, за что бы он ни брался, он был радикально настроен. Я думаю, что, в принципе, этому человеку без разницы, что исповедовать, лишь бы его идеи блистали радикализмом. Убийство людей ради псевдоидей — это то, что исповедовал Александр Дугин. И сейчас исповедует, он до сих пор жив, здоров. Когда говорят, что покушение было на него, это чистейшая глупость. На автомобиль, который взорвали, на нем приехала Дарья Дугина и уехала на нем она же. Александр Дугин не передвигался в тот день на этом автомобиле, и рассчитывая, что он каким-то образом попадет в этот автомобиль, было бы глупо. Так покушения не готовятся. Итак, что же произошло на самом деле? На самом деле, еще примерно чуть более месяца назад Александр Дугин встретился со своим визави из ФСБ, это генерал. Время от времени Дугин встречается со своими друзьями. Нельзя сказать, что это был его куратор, это все-таки был его знакомый. С Александром Дугиным все-таки поддерживают некоторые видные в кавычках, работники спецслужб отношения. Некоторые искренне слушают его бредни, некоторые по работе, что называется, слушают и изучают, чем же занимается Дугин, чем он дышит, чем он может быть полезен или чем он может быть опасен. Это тоже немаловажно. Являясь маргиналом, но маргиналом довольно ярким, Дугин способен влиять на умы, способен влиять на умы прежде всего пассионарных людей.
Это в спецслужбах прекрасно понимают, поэтому стараются держать его в узде. Итак, во время беседы со своим знакомым генералом ФСБ Дугин рассказал историю о том, ну, вообще разговор разговор, во-первых, записывался, генерал был предусмотрительный, и все разговоры с Дугиным записывал. Это был как раз один из тех людей, который не очень верит в бредни Дугина и считает по долгу службы э, нужным записывать эти разговоры, именно для того, чтобы держать Дугина в тугой упряжке. Итак, разговор был записан. В процессе этого разговора у нас было, ну, во-первых, у нас была возможность послушать этот разговор, поэтому я вам передаю буквально суть этого разговора, так как слышал этот разговор сам. В процессе разговора Дугин долго с этим генералом обсуждали позиции российских вооруженных сил на фронте. Дугин уповал на то, что все пришло в уныние, что действует президент неправильно, что нужны кардинальные решения, нужны решения резкие, что фактически все идет к катастрофе, и страна катится в пропасть. И Дугин сам рассказал этому генералу такую странную немножко историю о том, что он тогда, относительно того разговора на днях, задумывался над тем, как сподвигнуть президента и к страну к кардинальным действиям, как сподвигнуть Россию, как он выразился, к победе над нацистами. Ну, конечно, бред полный, не стоит думать, что Дугин всерьез воспринимает украинцев как нацистов, но для него важно продвижение его идей, и вы это поймете сейчас. Так вот, Дугин рассказал, что прогуливаясь по улицам, где он обычно прогуливается, по улицам города, он думал как раз над тем, что может послужить триггером для более резких действий и для победы, как он выразился. Он увидел котенка черно-белого, который шел к нему по забору одного из домов, мимо которого он проходил, частный дом. По забору шел котенок и якобы махнул Дугину рукой. Когда Дугин еще раз повернулся, котенок исчез. Пройдя еще буквально метров 150, как сказал Дугин, он увидел второго котенка, который лежал на земле, очень похожего на первого, но мертвого. И тогда Дугина якобы его осенило, он понял, что это знак судьбы, что он должен пожертвовать своим ребенком, своим котенком, своей дочерью. И в сущности он это и предложил генералу, с которым общался. Тот был в шоке. Он явно не понял, что именно предлагает ему Дугин. Переспросил еще раз, Дугин повторил. Дугин был довольно убедителен, он объяснил, что это сакральная жертва, что именно если это сподвигнет Путина на какие-то действия, если это событие, громкое событие, которое должно было произойти действительно громко, именно так и говорил Дугин, явно уповая на теракт, так называемый, ну, по крайней мере, это, я думаю, что и имелось в виду, видимо, взрыв, так как Дугин несколько раз повторил слово громко. Я думаю, в этом смысле оно звучало двояко, и как громкое информационное, и как громкое в виде самого способа устранения. Так вот, Дугин убеждал, что он готов на большие жертвы, готов на жертвы ради своих идеалов, ради своей идеологии, которую он исповедует. Он считает, что он является автором своей идеологии. Ну, на мой взгляд, это не так. Там много плагиата у идеологов фашизма. Ну, в сущности, Дугин и есть фашист. И Дугин уповал на то, что надо именно, нужна сакральная жертва. Эта идея, поначалу показавшаяся, как и многим нашим уважаемым зрителям и слушателям, этому генералу показалась абсурдной. Он в процессе разговора переспрашивал несколько раз, а потом отправил запись этого разговора напрямую Николаю Платоновичу Патрушеву, секретарю Совета Безопасности Российской Федерации. У нас есть информация, что Патрушев выслушал этот разговор, потом вызвал к себе генерала, еще раз с ним пообщался.
После чего генерал провел еще одну встречу с Дугиным, и в этот раз разговор был записан сотрудниками ФСБ, которых назначили специально для этой миссии. В разговоре Дугин еще раз более яростно и более уверенно подтвердил все свои намерения. Видимо, к тому времени он уже и сам себя окончательно убедил в крайней необходимости данных мероприятий. После чего было принято решение, которое поддержано, еще раз подчеркиваю, я сейчас не буду говорить, принимал ли это решение лично Патрушев, но, по крайней мере, Патрушев поддержал это решение. Без него этой спецоперации по устранению Дарьи Дугиной не было бы. И были назначены, во-первых, было в курсе, конечно, и директор ФСБ Александр Бортников, и руководитель одной из служб. Еще, помимо указанного выше генерала, еще один генерал был в курсе, и были назначены ряд исполнителей. Как раз сотрудники одной из служб, руководитель которой был в курсе этих дел. Я, к сожалению, не могу называть сейчас фамилии. Это на сегодняшний день конфиденциальная информация, распоряжаться которой по своему хотению я не могу. Извиняюсь за такой речевой оборот. Так вот, сможем ли мы в ближайшем будущем раскрыть имена? Я надеюсь, что сможем. Я думаю, что после смены режима у нас будет достаточно возможностей для того, чтобы раскрыть глаза общественности на многие события. Так вот, в процессе подготовки устранения Дарьи Дугиной у Дугина еще несколько раз, у Александра Дугина еще несколько раз спрашивали, все ли у него в его планах и мыслях, так как с ним условились заранее, он подтверждал свои слова. И когда, ну да, конечно, его не ставили ни в известность, ни в планы мероприятий, ни в способ устранения, с ним вели беседы, но именно в плане того, что он поддерживает или не поддерживает свои прошлые идеи. Знал ли Дугин, что существует план мероприятий? Если он и не знал, но то вполне догадывался. По тем разговорам, которые были с ним после первого разговора, когда он предложил фактически свою дочь в качестве сакральной жертвы, можно понять, я опять-таки слышал все разговоры, которые были записаны с Дугиным, и у меня есть четкая и полная уверенность в том, что Дугин прекрасно понимал, что устранение его дочери готовится по его же рекомендациям, как я еще раз говорил и еще раз повторяю. Итак, Дугин заказчик и идейный вдохновитель убийства своей дочери. После того, как произошло покушение, он был действительно, видимо, какое-то время немного в шоке, но очень быстро от этого шока отошел. Мы с вами прекрасно, все, кто наблюдал за церемонией прощания с Дарьей Дугиной, прекрасно видели физиономию довольную, человека, который празднует свой звездный час, Александра Дугина. Мило улыбался. Фактически всеми своими речами и после смерти дочери, и на церемонии прощания он подтвердил полностью нашу информацию. Еще раз подчеркиваю, я бы не опубликовал эту информацию, если бы хоть малейшим образом сомневался в том, что это чистая правда. Еще раз повторяю, я бы никогда не опубликовал эту информацию. Я понимаю, что это задевает чувства многих людей, и поэтому, зная исключительно, что это правда, только это послужило поводом к публикации данной информации. Итак, отыграл свой звездный час Дугин, но эффекта должного убийства Дарьи Дугиной не имело. Путину сообщили не без нашей помощи, что произошло, как его водили за нос, как его хотели сделать марионеткой. Путин категорически не любит манипуляций в свою сторону, не любит, когда им пытаются манипулировать, не любит, когда
пытаются подбить его на решение каких-то проблем и задач, не его личных, а если его личных, то крайне не любит Путин, когда его мнение манипулируют. Был очень зол, было проведено совещание Путина с участниками заговора. Ну, псевдозаговора, конечно, я имею в виду участниками подготовки убийства Дарьи Дугиной. Путин винил этих людей не за то, что они убили Дугину, а за то, что они пытались манипулировать его мнением. После этого охладили отношения у Путина и с Николаем Патрушевым, и с Александром Бортниковым. Общение продолжается. В любом случае Путин проводит совещания с их участием, но это на сегодняшний день не те близкие отношения доверительные, которые были до этого. Мы уже несколько раз рассказывали, что такие ситуации случаются время от времени. Уже ссорился Путин и с Бортниковым несколько раз, и еще с некоторыми видными деятелями, которых не торопился увольнять. Проходит время, они мирятся. Путин, в принципе, человек отходчивый. Я думаю, что и в этот раз позлится немного и, видимо, в скором времени отойдет. Но посмотрим, не случится ли еще что-нибудь, не наделают ли ошибок эти, в кавычках, достойные господа, для того, чтобы продолжить свои ссоры с президентом России Владимиром Путиным. Ну, а пока мы с вами видим, что прошло и 23 августа, и 24 августа, когда не без основания и западные спецслужбы, и некоторые деятели это не в кавычках, а действительно довольно значимые люди, говорили о том, что готовятся серьезные ракетные атаки на Украину со стороны Российской Федерации. И не без основания опасались в Украине, что может быть нанесен довольно серьезный и массированный ракетный удар. Это действительно готовилось после тех событий, которые мы описали. Путин отменил большую часть мероприятий, которые... Это не только ракетный удар, это там еще, вероятно, мероприятия, которые были нацелены на эскалацию с Украиной. Это и... Ну, я сейчас не буду перечислять, нет смысла в этом, для того, чтобы не было обратного эффекта. Но я вас уверяю, сыграло это довольно положительно в плане снижения эскалации. И когда нас спрашивают, почему вы бездействуете, так вот такими небольшими решениями, небольшими такими шагами, когда мы имеем возможность вносить раздор между президентом и его окружением. Причем, прошу заметить, мы не организовывали этот раздор. Этот раздор был организован обеими сторонами. И мы лишь только помогли узнать президенту о том, что было сделано людьми из его окружения. Мы не испытываем абсолютно никаких симпатий ни к президенту России Владимиру Путину, ни к людям из его окружения, но если мы своим влиянием можем помочь снижению эскалации, избежать гибели людей, то мы всегда это сделаем. Немногие наши поступки видны, далеко немногие, но, поверьте, это немало. Так, давайте, наверное, большую тему мы сегодня с вами обсудили. Остальные темы мы с вами обязательно обсудим в воскресенье в итогах недели с Сергеем Жирновым. На сегодня это все. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, и это искренне. Если есть возможность и желание помочь нам, есть подписка на наш Patreon в описании к этому ролику. Есть подписка на спонсирование этого канала. Поддержка ваша, в том числе финансовая, нам необходима. Это чистая правда. Источников финансирования у нас не так много, и мы боремся за вас. И это главное. Вы должны это знать и понимать. Все. Большое спасибо, что были со мной. Всего доброго. До свидания.